Когда мы рассуждаем о том, что одним из главных мотивов всего происходящего сейчас с Россией, в первую очередь войны, является простая скука одного единственного старика и его желание делать нечто такое, что заставит вставать по утрам, это вызывает закономерное возмущение. Ведь не может происходить зло такого масштаба в такой стране, как Россия, просто потому, что кому-то скучно. Может быть, Путин и его окружение действительно считают, что вступление Украины в НАТО – это катастрофа для них. Может быть, им на самом деле кажется, что нужно восстанавливать империю, что Россия без Украины будет слаба и уязвима. Хочется побыть немножко Стивом Уиткоффом, хочется какого-то настоящего мотива для настоящей катастрофы. И в этом очень большая проблема. Многие люди склонны покупать кремлевские нарративы, потому что считают, Россия сегодня устроена так же, как был устроен СССР. Мол, мы имеем дело с институциональными государственными решениями, у которых должен быть мотив в реальном мире. А это не так. Россия при Путине принципиально отличается от Союза. Россия при Путине до предела персоналистская структура, где личное бесконечно важнее объективного. Эту разницу прям очень важно понимать, если мы хотим разобраться в том, почему Россия делает те или иные действия. Сравнивать Россию с СССР, естественно, по многим причинам, от географических до того факта, что Путин советский человек, выросший в том государстве и в той системе. Но Россия сегодня и СССР прошлого – это очень разные государства. Давайте в этом сегодня разберемся. Только прежде чем начнем, хочу напомнить, если у вас плохо работает YouTube из России, обязательно сходите по ссылке в описании под роликом. Там мы собрали бесплатные способы по обходу блокировок. Мы их обновляем каждый день, и там есть инструкции для разных систем и девайсов. Там же есть и VPN Liberty, который можно скачать и бесплатно пользоваться им месяц. Советским Союзом во второй половине прошлого века руководили люди, у которых не было образовательной базы в области политических наук. Но они получили важные знания практическим путем. Все они выжили при Сталине. Им не требовались многостраничные теоретические обоснования того, чем опасна концентрация власти в одних руках. Они и своими глазами видели, и на своей шкуре ощутили, что такое, когда и государственная политика, и персональная судьба каждого человека высшей номенклатуры всецело зависит от того, с какой ноги встал сегодня вождь, хорошо ли позавтракал, не беспокоят ли его суставы. И те, кто строил систему власти после смерти Сталина, и их последователи, все они спинным мозгом чуяли, что нового Сталина они не переживут. И что абсолютно любой человек, даже самый травоядный и тихий номенклатурщик, который получит сталинскую власть, будет править единолично и безраздельно, не через год, так через 5 лет сам станет новым Сталином. И все остальные дружно поедут на Бутовский полигон или, если повезет, в Магадан. Хрущев, Брежнев и все, вплоть до Горбачева, уже не вожди, а главы политбюро, первые среди равных. Страной правит коллектив, где сидящие в одной комнате люди не свита вождя, которую он волен казнить или миловать. Это не те люди, которые ничего собой не представляют и выполняют лишь технические функции. Это группа самостоятельных политических акторов, которые могут друг друга уравновешивать. Юрий Андропов при Брежневе не подобен Николаю Ежову при Сталине. Он не ручной палач, которого вчера возвысили, а завтра расстреляют. Андропов – глава могущественного, довольно самостоятельного ведомства со своими интересами, которое ведет свою игру. Николай Щелоков, при том, что он верный соратник Брежнева еще с Днепропетровска, тоже совершенно не его миньон. Щелоков – создатель совершенно новой структуры МВД и полноценный в этой структуре хозяин. Не говоря уж о таких людях, как обер-идеолог Суслов и министр иностранных дел Громыко. Они уж точно сами по себе Брежнева не слабее. По истории с тем, как Никиту Хрущева отправили на дачу огород возделывать, мы понимаем, сложившаяся после смерти Сталина структура коллективной власти научилась защищать свои интересы и при необходимости была способна поменять лидера. Не настолько важны профессиональные и личные качества тех, кто составляет коллективный орган. Важно, что в коллективном органе, если, опять же, он не является свитой одного вождя, в таком органе разные акторы с разными интересами, разными представлениями о прекрасном, с неизбежной внутренней конкуренцией и конфликтами, и они будут уравновешивать друг друга. Персональная дурость каждого из членов организации, даже если это ее лидер, не будет тут же превращаться в государственную политику. В процессе торга, компромисса, спора, интриг она будет стачиваться, сглаживаться и принимать какие-то чуть более адекватные формы. Потому что, условно говоря, расширение полномочий КГБ неизбежно бьет по интересам МВД, а Щелоков с Андроповым делиться не хочет.
Внешняя политика СССР – это тоже не политика Брежнева, а политика Политбюро. Персональные особенности, личности, амбиции, неизбежные возрастные изменения, если и влияют на принимаемые решения, то совсем не в такой степени, как в случае авторитарного правления. Для США Союз – враг в холодной войне и империя зла, но к моменту брежневского застоя уж точно это предсказуемый и институционализированный враг, где нет публичной политики, но есть понятный круг людей, принимающих решения, который удерживает систему от самоубийственных глупостей. Если у генсека вдруг паразит из добытой на охоте дичи съест половину мозга, есть люди, которые схватят его руку в сантиметре от ядерной кнопки и с почетом отправят бузатера нянчить внуков. Система принятия решения в России совсем другая. Она нам была явлена за 3 дня до вторжения в Украину на том самом заседании Совбеза. Понятно, что Путин хотел разделить ответственность и вымазать всех в крови, но продемонстрировал он нечто совершенно иное. Он показал, что его Совбез не Политбюро, не соправители, а холопы, которых за шкирку вытащили на помост, где им нужно что-то невнятное мямлить и соглашаться с решением, которое до них уже приняли, и никто их не спрашивал и даже не предупреждал. Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? Я поддержу говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет. Сергей Нарышкин выглядел не как могущественный глава службы внешней разведки, не как важный силовик, а как нашкодивший шестиклассник на педсовете, который того и гляди в обморок грохнется. Место в пищевой цепочке российского государства у путинского ближнего круга характеризуется даже не тем, чего они там мямлили и как заикались, а тем, что Путин не отказал себе в удовольствии их унизить публично. Вот вроде бы это явно было не к месту и не в кассу, но желание указать всем их место взяло вверх над потребностью разделить с ними ответственность. Они настолько ничего не значат, что даже рожей не вышли, чтобы с ними ответственность делить. И это гигантская разница в 2 государственных образованиях, которые сменились на нашей территории. Чтобы предсказать грядущие шаги Советского Союза, глобально глубоко колечной, но внутренне согласованной и институционализированной системы, нужно было понимать, кто составляет узкий круг принятия решений. Понимать их интересы и взгляды, как их решения согласуются с идеологией и внутренним устройством советского государства. В случае Путина все иначе. Все мотивы находятся только в голове Путина, и совершенно не исключен вариант, что представители ближнего круга его узнают о том, что они ввязались в какую-то большую заваруху, да хоть в ядерную войну, из СМИ. Именно поэтому стоит сказать, нет более важного аргумента для продолжения этой войны, для системы, чем тот простой факт, что война эта нравится Путину. Если бы в России было настоящее политбюро, а условный глава МВД Колокольцев был бы не бессмысленным миньоном, которого ничего не стоит завтра отправить в судебный аквариум, тогда имели бы смысл соображения из реального мира. Колокольцев мог бы сказать: извините, подвиньтесь, граждане дорогие, вы сейчас войну закончите, и на голову моего ведомства, где и так дичайший некомплект людей, повесьте 1,5 миллиона отмороженных войной мужиков, стволов и взрывчатки. В таких количествах, что их не отыскать и не отловить. Вы мне сейчас своей войной и своим миром насоздаете столько картелей, что я с ними потом не разгребусь. Рассматривая любые реальные вызовы, мы должны исходить из того, что есть акторы и институты, для которых эти вызовы будут проблемой, будут важными, они смогут что-то по их поводу сделать. Но мы же не можем себе представить, что Путин, размышляя о переговорах или о начале войны, будет советоваться с Колокольцевым. Спрашивать, справятся ли его 800 тысяч ментов с пестиками против 1,5 миллиона мужиков с боевым опытом и автоматами. Мы не можем себе представить, что проблемы этого индейца шерифа хоть в какой-то степени волнуют. Более того, сложно себе представить, что такой разговор в принципе даже может состояться. Что Колокольцев может считать себя главным в стране силовиком, за которым стоит главное ведомство, ответственное за всю внутреннюю безопасность. Что у этого ведомства могут быть хоть какие-то свои интересы, которые нужно бы отстаивать, а его глава – тот, кто способен их отстоять, и с Путиным спорить. Не может Колокольцев вдруг решить, что по праву главного силовика он тут соправитель и ровня Путину. Нет, система, построенная на миньонах, неизбежно и состоит из миньонов.
каждый из которых осознает свое место и ни о чем спорить не будет. Мы понимаем, значительная доля мотивации Путина начать полномасштабное вторжение образовалась из-за того, что ФСБ развешивала по путинским ушам кудрявую лапшу. И это, опять же, происходило не в интересах ведомства как ведомства. Ведь в интересах ведомства не брать на себя ответственность, которую будет невозможно унести. Но это делалось для того, чтобы конкретные миньоны повысили в глазах Путина свой статус, рассказывая ему то, что ему нравится. Финансово-экономический блок правительства и Центральный банк, безусловно, являются опорой всего режима Владимира Путина. Без их усилий, без того, чтобы у Путина была возможность оплачивать свои перформансы настоящей валютой, не будет ни людей с дубинками, ни пропагандистов в телевизоре. Но с точки зрения принятия решений, они точно такие же персонажи, как условный совбез. Их задача — разгребать последствия. Мы, опять же, не можем представить себе ситуацию, где с Эльвирой Набиуллиной Владимир Путин советуется что о перспективах начала войны, что о последствиях ее окончания. Именно это обстоятельство делает нынешнее положение вещей настолько опасным. Степень персонализации, степень концентрации власти в руках Владимира Путина сейчас такая, какой не было с момента смерти Иосифа Сталина. Проблема в том, что внешнее восприятие осталось прежним. Россия воспринимается наследником СССР, а Владимир Путин — продолжателем советской логики власти. Именно поэтому мы видим такое упорство в рационализации его поступков. Так легко купить идею, что Путину правда есть дело до расширения НАТО на восток. Потому что было советское государство, один из двух полюсов холодной войны. И столица у него была в Москве, и правители его сидели в Кремле. И для этого государства было принципиально важно. Какие-то страны в НАТО, а какие-то в Варшавском договоре. Какие-то социалистические, а какие-то капиталистические. Советский Союз поддерживал дружественные себе режимы потому, что они соответствовали его представлениям о государственном строительстве и всячески боролся против расширения зоны влияния США. В этом была некоторая вполне последовательная государственная логика. Логика, которую то самое Политбюро реализовывало не потому, что Брежневу вожжа под хвост попала, а потому что они все руководящий орган в социалистической империи. Когда эта логика начинает транслироваться на решение Путина, получается полная нелепица. Почему вдруг вступление Украины в НАТО — это невозможно, неприемлемо, невероятная проблема и повод для начала войны, а вступление в НАТО Финляндии вообще ни разу не проблема? Это то, от чего можно вообще отмахнуться и не заметить. При том, что, во-первых, протяженность границы с ней сравнима с украинской, а во-вторых, Финляндия гораздо чувствительнее со всех точек зрения расположена относительно России. Почему Путин воюет с Украиной, которая ни разу даже рядом не была ко вступлению в НАТО, и не воюет с Финляндией, которая туда практически одним днем вступила? Потому что вся история с ожидаемой от расширения НАТО угрозой — это полная чепуха. Просто в одной голове сложилось впечатление: Украина — это простая цель для вторжения, она не сможет сопротивляться, и здесь можно организовать себе быструю победу. Можем ли мы себе представить Советский Союз, совершенно безразлично относящийся к тому, что НАТО вдруг возникает на расстоянии плевка от Ленинграда, менее чем 150 километров? Это было бы абсолютно невозможно, чтобы для правящей верхушки это прошло как третья новость дня. Вся логика этого государства была в том, чтобы НАТО к себе не подпускать. Но в действиях Путина нет никакой государственной логики. Нет и институциональной логики, которую можно было бы анализировать и предсказывать. То, что кажется действием в ответ на какой-то раздражитель, на какие-то действия других сторон, вполне может объясняться исключительно личными обидами, амбициями. Персональные симпатии могут иметь большее значение для судеб мира, чем то, что можно увидеть и посчитать. Все наше естество протестует против идеи о том, что сотни тысяч человек погибли, миллионы стали беженцами, а судьба десятков миллионов навсегда изменилась, в основном потому, что старику скучно. Это кажется слишком примитивным объяснением для настолько катастрофических событий, но не может же так быть. Но если посмотреть на систему объективно, становится понятно, что в ней все мотивы рождаются лишь в одной голове. При этом до этой головы явно не доходят никакие последствия ее решений. Олигархи, окружающие Владимира Путина, не могут возмутиться, что развязанная им война сделала их жизнь, если не беднее, то точно опасней. Из-за него они лишились счетов, гражданств и запасных аэродромов в безопасных юрисдикциях. Условные Ротенберги со всеми своими миллиардами – такие же миньоны. У них нет возможности влиять на политику Путина в своих интересах. Да, они могут ситуативно выиграть от происходящего, но не существует политического актора под названием олигархат,
который мог бы в интересах личного обогащения и собственной безопасности ограничивать Путина в его действиях. Нельзя сказать, этого не случится, потому что это ударит по «Газпрому» или «Роснефти». Нельзя сказать, что Путин не может развязать войну за месяц до запуска второй ветки «Северных потоков», куда уже закопали миллиарды. Потому что эти миллиарды для Путина не существуют. А те, для кого они существуют, не имеют рычагов влияния, чтобы отстаивать свои интересы. В результате действий Путина кто-то обогатится, кто-то сядет, а кто-то сначала обогатится, а потом сядет. Но те, с кем это все случится, не могут повлиять на сами решения. Нет никакого промышленного лобби, которое придет и скажет: если ты развяжешь войну, мы останемся без станков и комплектующих, у нас ляжет машина и авиастроение, давай-ка ты лучше пойдешь на пруд уток кормить. Нет никаких спецслужб, как самостоятельного актора, которые пытаются остановить вторжение, понимая, что обеспечение безопасности внутри страны, ведущей полноценную войну, они не вывезут. В этом самая большая засада, самая большая опасность и непредсказуемость. В персонализированной системе, где единственный человек, принимающий решения, полностью изолирован от последствий своих решений, его личные мотивы, обиды, радость, скука, любовь, ненависть становятся несравнимо более важными, чем любые политические соображения, мотивы которых можно разглядеть в реальном мире. Трагедии всегда хочется рационализировать, всегда хочется, чтобы у большой беды была большая причина, сопоставимая с масштабом трагедии. Но в персонализированной системе причиной может стать просто желание Путина. И это желание гораздо важнее любых миллиардов, километров чужой земли и любых жертв. До завтра.